Дорогие друзья, рад вас приветствовать. В этом видео я вам подробно расскажу про свой самый любимый грибной препарат Cordyceps. Я его чаще всего назначаю всем своим пациентам за его, в прямом смысле скажу как есть, чудодейственные свойства. И мы в этом видео подробно обсудим. Я расскажу, как этот гриб может помочь абсолютно каждому человеку, как его использовать, то есть какие показания есть, и как в том числе можно сочетать с другими препаратами. У меня уже есть одно видео, которое посвящено грибной теме, грибам. Обязательно рекомендую его посмотреть, но здесь мы будем полностью говорить про гриб Cordyceps. Гриб Cordyceps изначально к нам пришел из традиционной китайской медицины. Там его используют уже больше 3000 лет. То есть представьте, какой срок использования и сколько наблюдений и материала было накоплено. Также существует огромное количество научных статей, исследований реальных научных, которые говорят о том, что данный гриб действительно работает. Это я сразу говорю тем людям, которые будут писать в комментариях, что Cordyceps это не рабочий вариант. Также я дополнительно к данному видео приложу ссылочки с PubMed, с официального сайта, с официальными исследованиями, которые доказывают все то, что я говорю. Поэтому любой доктор всегда опирается как и на свой опыт, так и на опыт официальных исследований, так и на опыт древних медицин, если они, конечно, с тем или иным препаратом работали. Cordyceps раньше был доступен по большей степени только в какие-то особенно древние времена только императору, и даже была такая тема, что вот если Cordyceps находили, это сразу несли императору или каким-то людям при дворе для того, чтобы они это использовали для продления своей жизни, для продления молодости, для улучшения состояния внутренних органов. Уникальный гриб используется в употреблении два вида. Первый вид – это Cordyceps sinensis, это Cordyceps китайский, и Cordyceps военный, он же Cordyceps militaris. Как правило, в магазинах можно найти именно второй гриб. Первый вид грибного препарата, он достаточно дорогой и не всем доступен. Его можно купить в Тибете, его можно там из Китая заказать. Я не могу сказать, что существует какая-то очень большая принципиальная разница. Конечно же, чуть лучше будет китайский работать, Cordyceps sinensis, но и абсолютно все лечебные эффекты показывает и Cordyceps военный, который я использую в своей практике. За счет чего работает данный грибной препарат? За счет своего состава. Данный грибной препарат содержит и полисахариды, и аденозин, и кордицептин, за счет чего больше всего известно название Cordyceps, и витамины, и большое количество микро- и макроэлементов. То есть данный гриб обладает таким чудесным восполняющим свойством, в том числе за счет тех элементов, которые там содержатся. Это и калий, и магний, и кальций, и цинк, и водорастворимые витамины. Все это там есть в большой концентрации. Первое свойство, где мы используем всегда Cordyceps, это лечение бронхолегочных заболеваний. Это такие заболевания, как Хоббл, хроническая обструктивная болезнь легких – это болезнь курильщиков, болезнь шахтеров, либо Хоббл часто появляется у тех людей, которые длительно болеют бронхолегочными заболеваниями, но никак их не лечат, это уже потом перерастает в Хоббл. То есть Cordyceps помогает восстановить функцию легких. Cordyceps я часто использую для тех пациентов, которые, например, длительно кашляют и никак не могут восстановиться после бронхолегочного заболевания. Отлично тоже работает, снимает кашель. Cordyceps шикарно работает с темой восстановления уровня энергии, восстановления тонуса. Именно поэтому большая часть спортсменов всех сборных используют Cordyceps на постоянной основе, потому что Cordyceps это гриб, который помогает именно восполнить организм. Вот смотрите, в чем разница Cordyceps и кофе. Кофе – это продукт, который раскочегаривает надпочечники и на некоторый период времени дает мнимое количество энергии, но за счет средств организма. То есть, по сути, кофе истощает. А вот Cordyceps организм именно питает, восстанавливает. То есть, он ничего не забирает у организма. Поэтому все люди, все абсолютно, которые пробовали Cordyceps, кому я назначал, все уже через дней 7-10 чувствуют восполнение уровня энергии, восполнение тонуса, повышение либидо. Оттуда и свойства афродизиака. Cordyceps тоже очень часто используется. То есть это универсальный гриб, который можно использовать людям, которые либо переболели и плохо себя чувствуют,
либо синдром хронической усталости, либо просто человек работает в режиме многозадачности, там, не знаю, на 3 работах с 5 детьми, у него постоянно не хватает сил. Третье свойство, где мы используем данный грибной препарат, это иммунитет. Очень много людей приходят на прием, говорят, мы часто болеем, никак не можем выздороветь, поправиться, каждые 3 недели болеем, что делать? Так вот, первое всегда мое назначение в таком случае будет кордицепс. Это гриб, который обладает иммуномодулирующим свойством, да, то есть он восстанавливает иммунитет, причем воздействуя на разные механизмы нашей иммунной системы. Вот так он интересно работает. В китайской медицине при любых иммунных патологиях кордицепс назначается. Сразу предвижу ваши вопросы. А можно ли употреблять кордицепс при аутоиммунных процессах? Скажу, да, можно. То есть он здесь нам ни в коем случае не повредит. Конечно же, кордицепс мы используем для улучшения и восстановления работы почек. Научно доказанный факт, есть большое количество научных статей, которые говорят о том, что кордицепс способствует снижению уровня креатинина, снижению уровня мочевины и повышению, то есть улучшению скорости клубочковой фильтрации. То есть почки начинают реально лучше фильтровать кровь. Поэтому если у вас есть отеки, если у вас есть проблемы с почками, если есть ослабление почек, то обязательно употребляйте кордицепс длительным курсом. Вообще кордицепс можно, в принципе, даже пить круглогодично, и многие люди так и делают, особенно если у человека там и тренировки, и работа. Но некий такой минимальный курс – это 2-3 месяца для того, чтобы данный грибной препарат раскрыл свою такую как бы силу всю и эффективность, которую он обладает. Шикарный кордицепс работает просто с воспалением. Поскольку большое количество людей в целом живет с воспалительными процессами в кишечнике, часто в почках, печени, на уровне кровеносной системы, люди страдают вот такими непролеченными хроническими воспалениями, и при употреблении кордицепса могу сказать, что у меня есть наблюдение, я вижу по анализам то, что он замечательно снижает воспаление. То же самое есть и описано в научных клинических статьях, то, что кордицепс обладает противовоспалительным свойством. Поэтому многие его врачи включают дополнительно в противовоспалительные протоколы. Кордицепс интересен нам тем, что он имеет противоопухолевую активность, но это не значит, что я назначил кордицепс, и человек вылечился от онкологии, не нужно здесь меня неправильно понимать. Я бы так сказал, что он способствует уменьшению опухоли, или он восстанавливает противоопухолевый иммунитет для того, чтобы опухоли вообще не появились в нашем организме. Ведь одна из причин онкологии, одна из причин появления опухолей – это снижение нашего иммунитета, потому что наш иммунитет, он тоже борется с опухолями. Я, кстати, относительно недавно рассказывал про иммунитет в своем телеграм-канале. Я его регулярно веду, это мой авторский канал, поэтому если вы еще не подписаны, то нужно вам точно исправляться. Ссылочку я оставляю внизу, кому интересно, проходите, подписывайтесь, уверен, вам будет очень интересно и полезно, потому что он мой авторский, я его веду самостоятельно уже длительное время, и там уже больше, по-моему, 12 тысяч человек на текущий период времени на момент записи. Дальше, с чем еще чудесно работает кордицепс? Кордицепс помогает снизить уровень сахара и холестерина. Много пациентов с этой причиной приходят. По холестерину у меня, кстати, есть видео, рекомендую его посмотреть. Это такой бич современности. Уровень сахара мы должны корректировать, в том числе там, питанием, как и холестерин. Но как некая такая палочка-выручалочка, кордицепс отлично помогает в некой такой хорошей комплексной схеме. Кордицепс я также использую для лечения заболеваний печени. То есть, когда ко мне человек приходит с циррозом, с жировым гепатозом, с диффузными изменениями печени, либо просто с ослаблением данной системы, то я всегда назначаю вот в общую связку всего назначения кордицепс. Уникальнейший гриб, который помогает восстановить функции печени. Он и снижает печеночные ферменты, и билирубин снижает, и обладает сильными гепатопротекторными свойствами. А если даже у вас ваша печень не беспокоит, я все равно вам рекомендую пропить кордицепс, потому что он просто, как минимум, печень укрепляет, то есть он ее восстанавливает. И последнее свойство, про которое я хотел вам сегодня рассказать, это использование данного грибного препарата просто как антиоксиданта, как такого анти-эйдж гриба, то есть это гриб, который омолаживает организм. Если вы хотите медленнее стареть, если вы хотите, чтобы ваш организм более медленно там увядал, то это настоящий такой анти-эйдж препарат, который обладает чудодейственными свойствами. Поэтому, друзья, обязательно его внедряйте. Также могу порекомендовать кордицепс, в том числе свой,
Он у меня есть в моем магазине phytotab.ru. Ссылочку на магазин я обязательно оставлю внизу под видео. Заходите туда. Также у меня есть в магазине гриб Reishi, который я очень часто использую в назначениях. И вообще моя самая любимая связка – это одновременное назначение гриба Cordyceps и Reishi. Я их прямо одновременно назначаю пациентам, особенно вот у кого синдром хронической усталости, у кого есть проблемы с почками, печенью, кишечником, у кого мало сил. Работает очень шикарно. Также у меня в магазине есть гриб ежовик гребенчатый. Уверен, вы про него слышали. Я про него еще обязательно видео запишу. Если вам интересно, напишите комментарий. Вот, думаю, про ежовик еще видео запишу. И у меня есть в магазине огромное количество моих авторских сборов для восстановления печени, кишечника, почек, лимфатической системы, нервной системы, поскольку я являюсь фитотерапевтом. Я думаю, вы многие меня уже давно знаете хорошо. Вот поэтому милости просим, кому интересно, заходите. Друзья, напишите свой опыт использования Cordyceps, как вы его использовали и какую пользу он вам принес. И, конечно же, обязательно ставьте к этому видео лайк. На канал подписывайтесь и пересылайте это видео своим друзьям, коллегам, для того, чтобы как можно больше людей узнало об этом чудо-препарате, потому что в китайской медицине, в Китае его люди используют и очень хорошо себя на нем чувствуют. В России мода на, скажем так, данные препараты только лет, наверное, 10 назад начала зарождаться, но могу так сказать, уже большая часть всех моих знакомых, коллег уже данный гриб используют и в своих назначениях, да и сами принимают для того, чтобы себя чувствовать гораздо лучше. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока.